Тихий океан, самый большой и загадочный из океанов, хранит в своих глубинах множество тайн. За последние несколько десятилетий от него не раз поступали сообщения о таинственном исчезновении военных подводных лодок. 80-32 подводные лодки различных военно-морских сил пропали без вести, оставив за собой лишь вопросы и интригующие догадки. Первые известные случаи исчезновения произошли в середине 20 века, когда на фоне холодной войны каждая такая потеря вызывала не только шок, но и вопросы о безопасности и надежности подводных технологий. Одним из самых известных инцидентов стало исчезновение подводной лодки «Скатер» в 1961 году. Лодка, находившаяся на патрулировании, внезапно пропала с радаров. На поиски были брошены лучшие силы военно-морского флота, но никаких следов не удалось найти. Официальные отчеты не давали ответов, а эксперты по безопасности только увеличивали количество догадок. Некоторые утверждали, что лодка могла столкнуться с неразведанными подводными грядами, другие выдвигали гипотезы о необъяснимых природных явлениях. Еще один шокирующий случай произошел в 1988 году, когда пропала подводная лодка «Тарпун». Сначала командование планировало провести учения, но когда связь с лодкой была потеряна, нашествие слухов охватило не только военно-морской флот, но и общественность. Как выяснили позже, среди моряков находились высококвалифицированные специалисты по обнаружению подводных объектов, и их исчезновение стало настоящей загадкой. Помимо официальных военных источников, подобные инциденты привлекли внимание и исследователей-любителей, которые начали изучать все аспекты пропаж. По мере изучения данных о подводных лодках, исчезнувших в Тихом океане, выявились повторяющиеся закономерности. Многие из них исчезали в определенных географических точках, так называемых зонах исчезновения. Эти места оказались окружены мифами и легендами, вызывая интерес у исследователей и искателей приключений. Научные исследования, проведенные с использованием современных технологий, позволили создать карты и базы данных, которые помогают отслеживать маршруты и паттерны исчезновения подводных лодок. Но даже самые последние достижения технологий не смогли ответить на вопрос, что же на самом деле происходит в этих водах. Подводные структуры, неизученные экосистемы и даже геологические аномалии могут скрывать в себе причины таинственных пропаж. Однако, чем больше информации собирает научное сообщество, тем больше вопросов остается без ответов. Загадка исчезновения подводных лодок в Тихом океане продолжает манить исследователей, жаждущих разгадать эту тайну. Чудеса технологий и старые легенды пересекаются, создавая возможность для новых открытий. Где-то в недрах океана находятся улики, способные пролить свет на эту неразгаданную головоломку, и исследователи готовы нырнуть в глубины, чтобы разгадать ее. Вместе с развитием технологий все больше появляется возможности увидеть то, что раньше было недоступно. Это привело к новым открытиям, которые могут стать ключом к пониманию происходящего в Тихом океане. Но какие тайны ждут нас в его глубинах? Исчезновение военных подводных лодок в Тихом океане окутано атмосферой таинственности. Каждое новое сообщение о пропаже вызывает волну беспокойства и подозрений, ведь за каждым исчезновением стоят не просто данные, а судьбы моряков и их семей. Например, в 1986 году исчезла подводная лодка «Нептун», которая проводила учения в акватории Тихого океана. За несколько дней до исчезновения экипаж сообщил о странных звуках, доносящихся из глубины. Последний сигнал был отправлен в момент, когда лодка должна была выйти на связь. Поисковые операции продолжались несколько месяцев, но их результаты были безуспешными. В 1993 году мир снова потрясла новость о пропаже подводной лодки «Сталкер». Она исчезла в районе, известном как Бермудский треугольник Тихого океана. На этот раз слухи о загадочной аномалии усилились, когда местные рыбаки стали сообщать о необычных светящихся объектах, появлявшихся над водами. Свидетели утверждали, что это могли быть неопознанные летающие объекты. Это только добавило масла в огонь теории о возможном инопланетном вмешательстве. Несмотря на усилия военно-морских сил, ситуация продолжала оставаться неясной. 83 подводные лодки стали жертвами необъяснимых исчезновений. Некоторые исследователи начали выдвигать гипотезы о существовании подводной цивилизации, которая могла бы находиться на дне Тихого океана. Одна из таких теорий была основана на древних легендах местных народов, которые говорили о подводных городах и божествах, обитающих там в глубинах. Кроме того, исследования показали, что некоторые подводные лодки исчезали в непосредственной близости от подводных вулканов и геологических аномалий, что приводит к вопросам о возможных естественных причинах пропаж. Ученые предполагают, что подводные течения и изменения в магнетизме земной коры могут создавать условия, в которых подводные лодки теряются. Чувствительная аппаратура может издавать сбои из-за нестабильных магнитных полей. Однако ни одна из теорий не смогла объяснить все случаи исчезновения. Сведения о попытках спасательных операций также поражают.
Например, появляются сообщения о том, что некоторые лодки были замечены за несколько километров от места пропажи, но по неизвестным причинам не могли выйти на связь. Задействование спутниковых технологий и подводных дронов позволило исследователям лучше понимать, что происходит в этих водах. Но даже самые современные системы не всегда способны справиться с вызовами, которые подбрасывает Тихий океан. На сегодняшний день остается множество вопросов без ответов. Каждая новая потеря вызывает возобновление поиска и новые эксперименты с технологиями, которые обещают пролить свет на эти загадочные исчезновения. Исследование подводных аномалий и их влияние на навигацию становится главной целью для научных команд. Какую правду смогут они раскрыть в глубинах океана и какие открытия ждут их впереди? Тайна исчезновения подводных лодок все еще хранит свои секреты. Впереди ждут новые исследования, которые могут привести к неожиданным открытиям. Современные технологии открывают новые горизонты для исследователей, позволяя заглянуть в глубины океана, где скрываются тайны, способные изменить наше восприятие реальности. С помощью подводных дронов, гидролокаторов и мощных акустических систем ученые теперь могут исследовать районы, которые ранее были недоступны для человека. Например, обширные системы подводных дронов оснащены высокочувствительными сенсорами, которые способны улавливать даже самые слабые звуки, проникающие в воду. Эти устройства позволяют исследовать места, где исчезли подводные лодки, фиксируя любые аномалии или необычные явления. В 1998 году подводные исследователи использовали новое поколение автономных подводных аппаратов для изучения района в Тихом океане, где исчезла подводная лодка «Калипсо». В процессе поиска они обнаружили необычные геологические образования, которые выглядели как следы от мощных подводных взрывов. Эти находки привели к теории о том, что подводные вулканы могут быть причиной исчезновения судов, однако дальнейшие исследования не подтвердили эту гипотезу. Гидролокаторы, которые способны создавать трехмерные карты морского дна, помогают исследовать труднодоступные участки. Их использование стало настоящим прорывом в области изучения подводной археологии и геологии. В 2000 году команда исследователей, работающая в водах, где пропала подводная лодка «Гарпун», создала детализированную карту дна, на которой были выявлены ранее неизвестные структуры. Это открытие возродило обсуждение о возможности существования подводной цивилизации или даже о вмешательстве внеземных цивилизаций. В дополнение к этому научные исследования показали, что акустические свойства воды могут меняться в зависимости от глубины и температуры, что может создавать помехи в связи. Это порождает новые вопросы о том, как подводные лодки могут уйти в белую зону, где сигнал становится недоступен. Неоднократно фиксировались случаи, когда лодки теряли связь с базой в момент, когда находились на значительной глубине. Это подтверждает теорию о том, что подводные аномалии могут взаимодействовать с навигационными системами. Однако, несмотря на все достижения технологий, каждое новое исследование приносит больше вопросов, чем ответов. Например, в 2015 году была проведена операция по поиску подводной лодки «Сигнал», которая исчезла при проведении учений. Используя комбинацию дронов и глубинных аппаратов, исследовательская команда смогла зафиксировать странные звуки, которые не соответствовали известным природным явлениям. Эти записи вызвали большой интерес и привели к дальнейшему исследованию. Среди других достижений можно отметить использование спутниковых технологий для отслеживания подводных течений. Это стало возможным благодаря запуску новых спутников, которые способны собирать данные о движении водных масс и их температуре, что может повлиять на условия навигации. Например, в 2020 году спутники обнаружили аномальное изменение температуры в районе, где пропала подводная лодка «Тасма». Это открытие снова дало повод для обсуждений о возможных природных катастрофах, произошедших в этих глубинах. Тем не менее, технологии продолжают развиваться, и каждая новая разработка дает надежду на то, что однажды удастся выяснить, какие тайны скрывает Тихий океан. Модернизированные системы будут использоваться для глубоководных исследований, которые могут дать ответ на вопрос, почему подводные лодки исчезают в этом загадочном океане. На горизонте появляются новые возможности, и мир с нетерпением ждет, когда будут получены ответы на давно мучающие вопросы. Исследования продолжаются, и у исследователей есть надежда, что однажды они смогут раскрыть тайны, которые хранятся в бездне океана. Исследования океанских глубин открывают захватывающие перспективы, но что именно скрывается в недрах Тихого океана? Совсем недавно одна команда исследователей наткнулась на подводные структуры, которые заставили их задуматься о возможном инопланетном вмешательстве или существовании неизвестной цивилизации. Используя современные подводные дроны и гидролокаторы, они начали изучение зафиксированных аномалий. В ходе одной из экспедиций, проводимой в 2018 году, ученые обнаружили необычные образования на морском дне, которые напоминали искусственно созданные структуры. Эти объекты имели правильные геометрические формы и четкие контуры.
Обнаруженные данные были настолько удивительными, что вызвали мгновенный интерес научного сообщества. Некоторые исследователи предположили, что это могут быть остатки затонувшей цивилизации, возможно, тех, кто обитал в океанских глубинах тысячи лет назад. Однако еще более интригующие данные пришли из анализа звуков, записанных в этом районе. Акустические системы, установленные на дронах, зафиксировали странные шумы, которые не имели аналогов среди известных морских обитателей. Эти звуки, напоминающие нечто среднее между механическим гудением и музыкальными нотами, вызвали немалое волнение среди океанографов. Исследователи начали выдвигать гипотезы о том, что это может быть результатом работы высокоразвитой технологии, возможно, инопланетного происхождения. На фоне этих открытий внимание привлекло и другое событие. В 2019 году, в то время как исследовательская группа искала ответы на загадку исчезновения подводных лодок, они получили нечто странное. Один из дронов, погруженных на большую глубину, внезапно зафиксировал яркие световые вспышки, которые появились из темноты. Это произошло в том самом районе, где ранее пропала подводная лодка «Тасма». Исследователи были потрясены. Аномалия продолжалась всего несколько секунд, но оставила множество вопросов. Что стоит за этими вспышками? Могли ли они быть сигналами или даже чем-то, что пытается установить контакт с людьми? Эти вопросы возникли в то время, когда мир уже начал признаваться в возможности существования внеземного разума. Исследователи собрали обширные данные и обратились к специалистам в области астрономии и физики, чтобы проанализировать эти сигналы. В процессе дальнейших исследований оказалось, что подводные аномалии могут быть связаны с геологическими процессами. Ученые обнаружили, что в тех местах, где были зафиксированы световые вспышки, также происходили подводные землетрясения. Эти явления могут создавать условия, которые приводят к необычным световым эффектам. Однако эта теория не смогла полностью объяснить все наблюдения, и многие исследователи продолжали рассматривать возможность существования чего-то более загадочного. Погружаясь в дебри океана, ученые продолжают наталкиваться на новые загадки. В прошлом, в 1982 году, команда исследователей уже находила странные геологические образования, которые также были связаны с исчезновениями подводных лодок. Эти находки приводили к обсуждениям о возможных подводных цивилизациях и инопланетном вмешательстве. С каждой новой экспедицией открывались все более удивительные тайны, которые только подогревали интерес к исследованию. В то время как одни исследователи сосредотачивались на изучении подводных аномалий, другие продолжали анализировать исторические данные о затопленных цивилизациях. Мифы древних народов о подводных городах стали предметом изучения, и многие исследователи предполагали, что существовали высокоразвитые культуры, которые могли бы оставить за собой следы в океане. Тем не менее, несмотря на все усилия, ни одно из открытий не дало полной картины происходящего. Тайна, окружавшая исчезновение подводных лодок и странные явления в Тихом океане, остается неразгаданной. Исследователи, готовые столкнуться с этой неведомой реальностью, стремятся продолжать свои поиски, надеясь раскрыть тайны, которые скрывает океан. Бездны Тихого океана, полный загадок и новых открытий, ждут своих исследователей, готовых нырнуть в неизведанное. Каждый новый день может принести неожиданные откровения. Среди всех тайн, связанных с исчезновениями подводных лодок в Тихом океане, истории выживших моряков привносят особую интригу. Эти свидетели, пережившие ужасные события, рассказывают о том, что они видели и слышали в мгновения, когда их жизни были на грани. В 1986 году подводная лодка «Нептун» исчезла, но один из членов экипажа, лейтенант Джонсон, чудом выжил. После нескольких дней поисков его нашли на маленьком острове, где он рассказал о своих переживаниях. По его словам, перед исчезновением лодки экипаж услышал странные звуки, доносящиеся из глубины. Эти шумы, по его мнению, были похожи на нечто механическое, но лейтенант не мог объяснить, откуда они исходили. Он говорил о чувствах страха и паники, когда лодка вдруг оказалась в зоне сильных подводных течений, и связь с базой была потеряна. Другая история принадлежит моряку, который служил на подводной лодке «Сталкер». Эта лодка пропала в 1993 году. Один из выживших, старший механик Питер, вспоминает, как его команда заметила яркие огни в темноте океана. Он утверждает, что это было нечто необычное, и ни один из моряков не мог объяснить, что они видели. Эти огни появлялись и исчезали, сверкали как звезды, но то, что они излучали, было совсем не похоже на природные явления. Питер отчаянно пытался связаться с командой, но внезапно все приборы вышли из строя. В результате лодка потеряла управление и начала дрейфовать в опасной зоне. Не менее загадочная история принадлежит экипажу подводной лодки «Тарпун», исчезнувшей в 1988 году. Один из матросов, который сумел выжить, рассказал о том, как лодка наткнулась на подводные аномалии. Он описывал, как их судно подвергалось сильным колебаниям. Во время этих колебаний они заметили, как что-то огромное и темное двигалось внизу, но в то время они не могли определить, что это именно было.
Это явление вызвало панику среди команды, и в конечном итоге связь была потеряна. Спасательная операция была запущена, но лодка так и не была найдена. Еще один шокирующий случай произошел в 1998 году, когда подводная лодка «Калипсо» исчезла при проведении учений. Некоторые члены экипажа утверждали, что перед исчезновением ощущали сильные вибрации, словно что-то гигантское проходило мимо. Один из матросов, который выжил, рассказывает, как они увидели нечто, напоминающее силуэт подводного объекта, который двигался быстрее, чем их лодка. Это вызвало огромный стресс, и в конечном итоге команда потеряла контроль над ситуацией. Другие истории выживших также полны невероятных деталей. В 1995 году подводная лодка «Сигнал» пропала во время учений. Один из моряков, воспоминания которого остаются с ним до сих пор, рассказал о том, как их лодка подверглась воздействию неизвестных сил, которые заставили ее дрейфовать к опасным водам. Исследования показали, что в этом районе происходили подводные землетрясения, но воспоминания моряка о странных звуках и зловещих огнях остаются живыми в его памяти. Каждая из этих историй выживших не только добавляет шокирующие факты к уже существующим тайнам Тихого океана, но и подчеркивает трагедию, связанную с исчезновениями. Эти моряки, вернувшиеся с дна океана, стали живыми свидетельствами загадочных и необъяснимых событий, которые продолжают озадачивать ученых и исследователей. В их воспоминаниях скрываются ключи к разгадке, но каждый из них оставляет после себя больше вопросов, чем ответов. Каковы истинные причины исчезновений? Что на самом деле происходит в глубине океана? Загадка остается, а истории выживших придают ей еще большее значение, заставляя нас задаться вопросом о том, что же действительно скрывает Тихий океан. Каждое новое открытие и свидетельство лишь подогревают интерес к этим неизведанным глубинам, где все еще могут быть обнаружены чудеса или ужасы, о которых мы пока только догадываемся. Тайна исчезновения подводных лодок в Тихом океане продолжает набирать популярность, и все больше исследователей стремятся разгадать ее. В этом бездне, где технологии встречаются с необъяснимым, происходит множество событий, которые не оставляют равнодушными ни ученых, ни любителей приключений. Одно из таких событий произошло в 1994 году, когда команда подводной лодки «Тайфун» сообщила о странных звуках, доносящихся из океанских глубин. Лодка, находясь на глубине более 130 метров, вдруг столкнулась с аномалией, которая привела к сбоям в навигационных системах. Экипаж был в панике, когда внезапно все приборы перестали работать, и лодка оказалась без связи с базой. В этот же период несколько других подводных лодок, находившихся в той же области, сообщили о том, что видели сильные вспышки света над водами. Местные рыбаки, наблюдая за явлением, говорили о том, что эти огни двигались с необычной скоростью и не могли объяснить природу происходящего. Это лишь добавило загадочности к уже существующим теориям о том, что в этих водах может происходить нечто большее, нежели просто естественные явления. В 2015 году исследователи начали активно применять новые подводные дроны с улучшенной акустической системой. Один из таких аппаратов, на который было установлено множество сенсоров, зафиксировал необычные звуки, похожие на механическое гудение, в том же районе, где исчезла подводная лодка «Сигнал» в 1995 году. Эти звуки не поддавались никакому знакомому объяснению. Несмотря на множество попыток декодировать их, ученые не смогли прийти к единому мнению о том, что же именно они слышат. Совсем недавно, в 2020 году, команда исследователей вновь отправилась в плавание для изучения загадочных зон. Они решили использовать новые технологии, которые позволяли более точно картографировать морское дно. В процессе работы они наткнулись на массивные подводные структуры, которые изначально были восприняты как естественные геологические образования. Однако, при более детальном изучении они показали признаки искусственного происхождения. Эти находки вызвали бурные дискуссии в научном сообществе, где некоторые эксперты начали выдвигать теории о том, что это может быть следами древней цивилизации, обитавшей в этих водах. Не менее интересным стало и открытие, сделанное в 2001 году, когда одна из команд, проводившая исследования в области исчезновения, обнаружила следы подводных вулканов. Эти вулканы оказывали влияние на направление подводных течений, что могло бы объяснить некоторые исчезновения. Однако, несмотря на это, ни одно из объяснений не подтвердило все случаи пропаж подводных лодок. Тем не менее, все это лишь подогревает интригу и желание исследовать эти загадочные воды дальше. Интерес к подводным аномалиям не угасает, и каждая новая экспедиция приносит новые открытия. Подводные технологии продолжают развиваться, предоставляя исследователям возможность проникнуть в глубины, которые когда-то считались недоступными. Однако вопрос, что действительно скрывается в этих глубинах, по-прежнему остается открытым. Как ни странно, с каждой новой находкой, каждое новое свидетельство лишь добавляет слои к этой сложной головоломке. Где-то там, в бездне Тихого океана, остаются тайны, которые ждут своего часа, когда кто-то сможет их разгадать. И хотя технологии помогают лучше понять происходящее, море продолжает хранить свои секреты, подчеркивая, что исследование — это не только наука, но и постоянная борьба с неизвестным.